большое-большое к оружию, что уже соревнование закончилось, а люди не расходятся, и все больше и больше подходит народу. Что тут за толпа? Смотрят на пистолет Alien. Пистолет действительно производит фурор, поскольку он действительно имеет новую конструкцию, как у нас любят говорить, инновационную. Я вообще не уверен, что меня слышно, потому что тут такой гогот и шум и гам. Это Даниэль Салихар, один из основателей компании Lauga Arms, которая производит нашумевшие пистолеты Alien. Все хотят их потрогать, все хотят о них поговорить и из них пострелять. Мы будем говорить по-английски, хотя Даниэль немного понимает русский. Я понимаю по-русски, я не говорю по-русски. I met 4 years ago my friend is Jana Luchansky. This is the gun designer. He designed for the CZ, the Scorpion Evo. This is his gun. The match, typical for the match on the extreme, he give more, 10% more, and this is a lot of for every shooter. So all the time, I see the size. Doesn't matter what kind of the gun you're shooting. When you are a very good shooter and you have a very good ammo, you see the size. Exactly 80% times you see the size. But with Alien, normal shooter, see the size 100% time when you're shooting, all the time. This is very easy for the shooting because the gun, the conception of the gun is for the very fast, the second shoot. Everybody who shoot with the Alien is a better. Ради интереса мы дали девушке пистолет, которая второй раз в жизни его держит в руках. Попробую пострелять. Давай, сформируй схват. Угу. Нет. Пальцы по-другому. Вот видите, сейчас приходится учить, как держать пистолет, но тем будет любопытней. Да. Не совсем правильно держит, но даже так интереснее. Давай. Я не вижу прицела. Найди прицел. Нашла? И давай аккуратненько, один выстрел. Угу. Давай два. Давай два. Down. Вниз, да, чуть-чуть вниз. Отлично. Теперь бум-бум. Угу. И еще разок. Красотка, молодец. Хватит с тебя. Я не знаю, как насчет автоматического улучшения уровня стрельбы на 10%, но мне показалось, что стрелять с этим пистолетом удобней, а попадать проще. Видимо, примененные в пистолете технические решения действительно работают. 1911. Look at where is my hand up, where is my finger, and when look at on the front of where is the barrel. Look at the barrel with the camera, and look at with my gun with the Alien. Where is my finger, and where is the barrel? On the same position here. When is your hand on the grip, and look at where is the barrel. It's a 3 centimeter difference. This barrel on the Alien, no gun on the world have the barrel very near of your hand. The slide moving on the middle. Your size doesn't moving. Один из стрелков команды Lauga Arms, который стрелял с Alien, участвовал в соревнованиях в Германии. И он заявился в класс Production Optics. То есть это был пистолет, но на нем было другое крепление. И прицел, прицел крепился сразу на неподвижную верхнюю часть пистолета. А нижняя часть пистолета, как вы видите, она перемещается. А верхняя часть пистолета всегда на месте, видите? Таким образом, получалось, во-первых, прицел никогда не двигался. Все знают, да, кто ставил китайские прицелы на ружье, после того, как вы отстреляете 100 патронов, прицел ломается. С такими прицелами происходит похожая вещь, но здесь нужно 1000, 1,5-2 выстрелов. И тогда он приходит в негодность из-за того, что он под сильной вибрацией находится. Когда же он находится на рамке, соответственно, он целый. Логично совершенно было ставить не на какие-то дополнительные основания, а прямо на неподвижную рамку. Это было очень логичное решение, очень удобное. Соответственно, они поставили прицел сюда. И стрелок, стреляя в классе Production Optics, стрелял очень успешно. Другие за ним наблюдали. После того, как они увидели несколько упражнений, которые он прошел, они подали протест. И сказали, что получается, что человек получает большое преимущество. Он стреляет, по сути, в открытом классе. Хотя нету ДТК, дульного тормоза, но пистолет все равно не скачет.
ну, как бы на рамке находится прицел, но при этом он совершенно не двигается. В общем, получается, что они оказались крайне недовольны, подали протест и вынудили прикрепить прицел совершенно новым способом. То есть был создан маунт, так называемое, крепление, на нем даже написано ретро. То есть, по сути, это устаревшая тема, но они вынудили сделать оружие немножко хуже и поставили теперь прицел выше. Ну, чем ниже прицел, тем лучше, конечно. В итоге получилось, что затвор немножко утяжелен и точность немножко упала. Вот таким интересным способом получилось, что вот этот великолепный пистолет уже наступил на пятки некоторым стрелкам, им это не понравилось. Но зато эти решения нравятся тем стрелкам, которые сами стреляют из этого пистолета. Теперь я целый матч провел, целый матч экстрим, между прочим. Это 30 упражнений, уровень чемпионата мира. И здесь было огромное количество выстрелов. 650, по-моему, выстрелов. И 4 пистолета одновременно стреляли. За весь матч я увидел только одну задержку. И, как мне объяснил стрелок, эта задержка тоже связана не с оружием, а с тем, что раньше он стрелял из другого пистолета, и у него был очень высокий хват. Высокий хват, это значит, как и я, например, стреляю из пистолета ЧЗ, ставлю руку таким образом. Здесь это не очень хорошо. Почему? Потому что здесь уже подвижная часть пистолета находится. И ты сам, прижимая его, делаешь более сложным выброс патрона. Когда ты держишь оружие вот таким образом, соответственно, ты не даешь закрыться затвору. Поэтому здесь не нужно такого хвата. Здесь хват нужно адаптировать, и чтобы пальцы и руки не касались подвижной рамки. Так и хочется руку высоко поднять, но здесь это не нужно. Я вижу действительно прицел все время. Любой стрелок, который занимается пистолетом, знает, что залог точной стрельбы — это всегда видеть марку. Здесь марка прицельная, то есть мушка с оптоволокном, красненькая. И во время стрельбы я все время вижу красную точку, словно это коллиматорный прицел. Даниэль также рассказал, что помимо низкого расположения самого ствола, пистолет сбалансирован таким образом, что наиболее тяжелая часть затвора опущена максимально вниз, на уровень ствола или ниже. Это делает минимальным плечо отдачи и подброс пистолета. Если затвор соприкасается с рамкой слишком плотно, то это может приводить к задержкам в случае загрязнения, образования нагара и подобных ситуациях. Здесь же зазоры на затворе намеренно выполнены с запасом, что позволяет надежно работать оружию даже в условиях сильного загрязнения. Подобное часто применяется у военных. На пользу точности идет то, что ствол жестко зафиксирован в рамке, как и планка с механическими прицельными приспособлениями. Это, в свою очередь, сохраняет точность расположения прицельных даже при установке новых запчастей. Сам ствол утолщенный, что сделано для повышения точности и живучести. Я 3 раза встречал ситуацию, когда они просили судью: пожалуйста, давайте проверим, что здесь 2 попадания в одну дырку. И стрелок стреляет с плитом со скоростью бум-бум. И я смотрю на повторе, на замедленной съемке, то есть бум-бум. Очевидно, что, по крайней мере, в мишени оба попадания есть. Но судьи приходят, вся мишень заклеена стикерами, и определить невозможно. И иногда стрелкам засчитывают промах. Я точно знаю, что в одном случае действительно обе пули были в одной дырке. Я уверен в этом, поскольку я несколько раз просмотрел. Это была достаточно близкая мишень, и сплит был такой без подброса ствола. Но тем не менее засчитали вот на такой мишени 1 мисс. Каил у нас спаривает попадание. Он считает, что там 2 попадания в одной дырке. Накладывают и смотрят, 2 ли там дырки или нет. Сейчас посмотрим, какое решение вынесут судьи. Второй судья достает карточку для того, чтобы приложить и понять. Из-за этого вся стрельба остановилась. Shooter, are you sure? Yes, it's alien power. It's 1 alpha, 1 mic. Okay. Вся мишень покрыта наклейками, и не видно, 2 ли здесь было или 1. Как рассказали ребята из Lauga Arms, попадание пули в пулю на ближней дистанции совсем не редкость для этого пистолета.
Пистолет имеет более мягкую отдачу, и это объясняется газовым тормозом затвора, что очень не характерно для конструирования пистолетов. Над стволом предусмотрена камера с поршнем. При выстреле камера заполняется газом и препятствует резкому откату затвора, выполняя роль буфера. Из-за отсутствия удара в крайнем заднем положении отдача ощущается еще мягче, а подброс меньше. Учитывая наличие газовой камеры прямо над стволом, я ожидал, что пистолет будет сильно нагреваться после интенсивной стрельбы. Но фактически этого не происходило. Надо упомянуть УСМ, который отличает очень четкая работа, небольшое усилие на спуске и очень внятный короткий ход спускового крючка. На Alien есть только один внешний предохранитель, расположенный на спусковом крючке. Он постоянно находится во включенном положении, кроме момента нажатия пальцем на спуск. Внутри есть блокиратор ударника, на случай падения пистолета, но сам ударник вдвое меньше и легче того, что, например, на Глоке, и инерционный накол практически исключен. На пистолете продумана эргономика для рук любого размера. Настраиваются и боковые, и задняя накладка. В мои руки ложится далеко не каждый пистолет. Alien же лег отлично. Соответственно, вот они один за другим ложатся. Наклон рукоятки больше сюда, вперед уходит. Если на пистолете ЧЗ, на ТТ совсем вертикально. На пистолете ЧЗ так, на Глоке вот так. Здесь рукоятка завалена еще чуть-чуть больше, но у меня ощущение приблизительно как на Глоке. Хотя внешне похоже на рукоятку СЗ. Поэтому даже такой хороший пистолет требует привыкания. Наверное, лучше вообще начинать с такого пистолета, нежели чем пострелять из разных других, а потом вдруг взяться за него, потому что ощущения другие. И тут совершенно другое ощущение отдачи. Целик настраивается. Можно легко за минуту пристрелять пистолет на нужную вам дистанцию. Кнопка сброса магазина двусторонняя, что может быть полезно не только левше, но и когда на упражнении предписывается использовать слабую руку. Предусмотрена установка расширителя приемника магазина, и сам он уже имеется в комплекте. Кстати, про магазины. Здесь используются магазины немножко другие. Раньше это были магазины ЧЗ, но теперь своеобразные сами магазины, 17 патронов. Свой дизайн, но вроде бы никаких проблем нет. Обычно люди пытаются использовать чужие магазины, потому что так проще. Но здесь они решили пойти по своему собственному пути и магазины с оригинального дизайна. Кстати, я вижу тут небольшую разницу в дизайне. Видимо, разные поколения есть у данного пистолета. Для пистолетов Alien очень важны патроны. К сожалению, они не очень здорово работают и сильно загрязняются, если работают со свинцовой пулей или не полностью оболоченной пулей. Вот такими стреляет патронами, у которых есть достаточно мягкая и полная, самое главное, жесткая полная оболочка. Вот, например, с этими патронами стрелять не получится, потому что это на самом деле никакая не оболочка, они просто покрашены. Ну, вроде как меньше освинцовывают ствол, но с ними Alien работать хорошо не будет. And why you must using only the full metal jacket is about the gas system. And when it's dirty, the slides cannot moving, and when he cannot moving, doesn't shoot it. Yeah. And this is the point why you still must using the full metal jacket. Если вы спросите, какая цена у этого пистолета, то она высока. Комплект Alien 500 продается за $5000. Даже при том, что комплектация очень богатая, такая цена выводит его из разряда доступных. Стоимость объясняется по сути штучным производством и использованием дорогих материалов. Позже планируется сделать вариант с рукояткой из полимеров, а цену значительно снизить за счет наладки массового производства. Несмотря на то, что пистолет новый, он супер надежный. И для меня самый главный вывод: не футуристичный, красивый дизайн, не то, что все хотят этот пистолет, а то, что на протяжении огромного матча у целой команды нет задержек на этом пистолете. Alien проходит серьезное тестирование еще в рамках производства. Многотысячные функциональные циклы перезаряжания, срабатывание УСМ, тесты на износ и прочность. И, конечно же, проверка реального использования на различных соревнованиях. Они позволяют понять все нюансы и довести пистолет до такой высокой степени надежности. Поэтому и существует стрелковая команда Lauga Arms.
Хотите получить отличную футболку от команды Lauga Arms? Просто поделитесь этим видео на своей странице ВКонтакте или в Фейсбуке и отметьте там страницу канала Practical Shooting. Розыгрыш футболки мы проведем в январе.